Всем добрый день! Приветствую всех на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня хочу вам рассказать, как я конструирую брюки своему мужу. И сегодня буду показывать свободные летние упрощенные брюки с широкими колошинами или голенищами, как точно назвать, не знаю. Вот, которых не будет застежки, они на резиночке, накладные карманы настроченные. Вот, и где-то ниже бедер небольшая складочка, так как наши брючки не будут иметь бокового шва. Какие же мерки нам необходимы? Сзади, кстати, не будет карманчиков. Это очень простые брюки. Их часто вы можете увидеть шьют из льна, из легкого хлопка. Я буду шить из тонкого катона. Катон обязательно покажу. Значит, какие мерки нужно снять со своего мужчины? Обхват талии не обязателен, ну, желателен, хотя здесь же резиночка, поэтому я буду ориентироваться на линию бедер. Значит, обхват бедер 110, прибавку я даю 4 сантиметра, расчет делаю 57 сантиметров, это половина, и 1/4 беру 28,5 для удобства. Длина сидения можно измерить, если посадить мужчину на стульчик и измерить. Можно рассчитать. Расчет в моем случае где-то так и получается. Длина брюк 107 сантиметров, длина до колена 55 и по низу 28 сантиметров. Значит, передняя половинка будет 13, задняя 15. Хочу показать, что, как обычно, у меня уже все построено. Так выглядит. Я так ее и храню. Посмотрите. Вот так она выглядит. Но хочу вам рассказать, что это просто для любого человека, который хочет разобраться в данной теме. Итак, приступим. Берем лист бумаги по длине, равной длину брюк. Итак, конструирование мы начинаем с того, что чертим прямой угол. Чертим прямой угол и начинаем приблизительно на ваше усмотрение. Я беру ручку, пишу стирайку, мне так удобно. И рисую линию вниз. Прямой угол. Я надеюсь, что линии вам видны. Я потом обведу все фломастером, и все будет понятно. Значит, точки я рассказывать особо не буду. Вверх – это низ с этой стороны. Что дальше? Мы откладываем длину сидения, ставим 26 сантиметров. Сейчас одену очки. Так, 26 сантиметров. Это линия сидения. Проводим линию под прямым углом. Теперь весь этот участок мы делим на 3 части и откладываем линию бедер. Ну, пускай эта линия сидения будет, ягодицы, назовем ее точкой Я. Откладываем третью часть, 8,6 где-то получается, и проводим параллельную линию тоже. Вот. И еще мы откладываем отсюда линию колена 55 сантиметров. Вот эта линия колена. Нарисовали. Теперь нам нужно по линии Я отложить ширину передних половинок брюк. Ширина передних половинок брюк равняется 1/4. Можно округлить, потому что свободные брюки можно взять и 29. Ничего страшного, всегда можно их потом обрезать. Давайте возьмем 29. Я сразу здесь напишу, пусть это будет 29. Вот так. И откладываем 29 сантиметров.
29 сантиметров. Затем мы берем 1/10 от полуобхвата талии. Талия у нас 100 сантиметров. Значит, мы половина это 50. 5 сантиметров откладываем. 5 сантиметров откладываем, ставим точку. Пусть это будет точка Я2, например. И от этой точки в другую же сторону мы откладываем 1/10 обхвата бедер. И уже откладываем 5,7. То есть возвращаемся и откладываем 5,7. Ну, это вот эта точка, получается Я3, например. И вот через нее мы проводим перпендикуляр вверх. Провели. Теперь мы от точки Я2 и от точки Я замеряем. Получается у нас 34,5. Делим пополам. 17,2 получается. Значит, 17,2. Вот здесь находится линия стрелочки. Мы еще называем. Но у нас стрелочки не будет, но линию мы проводим. И эту линию мы проводим на всю длину наших брюк. Вот. Ну, например, ставим Я4. Что важно? Теперь нужно понимать, что какой полноты ваш мужчина. Мой мужчина 56 размера. И у него есть пивной животик. Поэтому я делаю отклонение в сторону, где-то на 1,5 сантиметра. И опускаюсь на 2,5 сантиметра вниз. Ставлю точку. И эту точку, именно эту точку, оформляю линии талии. Вот так. И Я3 соединяю с точкой. Я так всегда делаю, потому что есть животик. Поэтому, когда здесь можно будет вот сюда эти 1,5 сантиметров немножко добавить, чтобы удлинить линию шага. И вот я ставлю дополнительно Я5. Это точка. Давайте я выделю ее красной точечкой, чтобы вам было понятно. Здесь мы отступили, здесь мы немножко добавили. Теперь, значит, линия бедер, вот пересечение, мы делим дополнительной линией. Этот участок делим пополам, 5,5. Соединяем с точкой Я3. Этот участок делим на 3 части. Вот 1,7 где-то получается у нас каждый кусочек. Вот. И оформляем линию среднего среза. Практически передняя половинка брюк уже готова. Сейчас я ее оформлю красным фломастером, чтобы было понятно. Вот так. Сейчас потом мы продлим, но это я потом сделаю. И здесь тоже оформляю. Просто вот. И линию талии сразу оформляю. Напоминаю, что брюки у нас на резинке, поэтому никаких выточек, ничего не будет. И линия бока тоже будет прямая. Нам остается только оформить линию бока, именно бокового шва. В принципе, нам остается сейчас отложить длину изделия
Я сейчас покажу, как я сделала, чтобы было понятно и чтобы мне не надо было чертить. Я сейчас линию стрелочки тоже красным нарисую, чтобы вы поняли. Вот. Так это выглядит. И эту линию тоже обведу красным. Вот так. Теперь мы должны оформить низ. А низ у меня уже оформлен. Я не буду делать второй раз. Я сейчас вам покажу, что я листочек наклеила. Вот, видите, да? И я могу просто отметить, ну, переснять, чтобы не доклеивать кусочек. Вот я переснимаю, откладываю в эту сторону 13 сантиметров и сюда 13. Вот. И соединяю линию бока, вот от линии бедра, сюда соединяю. Плавненько. Сначала до линии колена. На линии колена я сейчас вам скажу, сколько я оставляю по этой модели. 15 сюда, 15 сюда по линии колена. Вот, и вывожу плавненько сюда. Вот. И то же самое делаю с этой стороны. Так, и теперь вот, оформила. Передняя половинка у нас готова. Здесь же мы отмечаем, вот спускаемся на 5 сантиметров, потом откладываем 17 и можем нарисовать красивый карманчик. Форма карманчика может быть любой. Вот. Мой карманчик будет прямой, а здесь вот так. Вот. Передняя половинка у нас готова. Можно приступать к задней половинке. Задняя половинка строится сразу на передней и потом с помощью наложения кальки выкраивается. Сейчас возьму другой фломастер и буду показывать, как строится задняя половинка брюк. Начнем снизу. Посмотрите, я отложила сразу 2,5 сантиметра, это подгибка. Отложила вправо или влево по сантиметру. И задняя половинка шире передней на сантиметр. И поднимаемся, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Вот. Синий фломастер под рукой. Сейчас буду показывать. Важно теперь от точки Я3 отложить в сторону, если у вашего мужчины пухлые ягодицы, то можно не откладывать вот сюда 1,5-2 сантиметра. У моего не сильно, поэтому я 1,5 сантиметра все-таки откладываю. Потом делю вот этот участок пополам. Вот, делю пополам его. Получилась точка. Вот, эту точку мы соединяем с новой точкой, например, Я6 мы ее можем назвать. Вот этой точкой соединяем. И вверх от точки пересечения с бедрами, вот эта точка, линия бедра, откладываем 1/10 обхвата бедер минус 1,5 сантиметра. У нас 5,7 минус 1,5 сантиметра, грубо 4 сантиметра
откладываем и проводим эту линию через линию бедер, пересечение с линией бедер. И эту же величину, вот здесь я отложила 4 сантиметра, и эту же величину откладываю вверх. Ширина 29 сантиметров, вы помните, да, по бедрам передней половинки. Поэтому мы берем и сюда тоже откладываем 29 сантиметров. И получаем линию бедер задней половинки брюк. Так как у нас на резинке, здесь я тоже могу 29 отложить, не задумываясь, какая талия. И проводим просто ровную линию. Вот так. Затем эту линию просто ровно соединяем. Повторюсь, что это легкая форма брюк. Эта форма только не классическая. На основе ее строят свободные летние брюки из льна, катона, бязи и так далее. Значит, по линии колена мы также сантиметрик расширяем и с одной, и с другой стороны. И теперь будем оформлять линию сидения. Вот, линия сидения вот от этой точки, значит, от точки Я3 мы откладываем столько же, сколько мы отложили до точки Я2. Измеряем и откладываем эту величину. Значит, у нас здесь 6. Откладываем тоже 6 сантиметров. И опускаемся на 1 сантиметрик пока. И ставим точку. И начинаем рисовать средний срез спинки. Можно с помощью средний срез брюк с помощью лекала. Вот так. Вот так мы оформляем. И осталось нам вывести только вот эту линию. Для этого мы берем сантиметровую линейку, измеряем до линии колена, у меня получается 30, и находим линию, точку, через которую эти срезы должны быть одинаковые. Вот. И рисуем. Вот так. Пускаем вниз. Ну вот, мы построили с вами брюки. Конструкция очень простая. Повторяюсь, это только летние брюки. И теперь я перекраиваю ее на лекало и показываю, как я потом моделирую брюки уже на ткани. Пересмотрела видео, видела, что допустила ошибку. Смотрите, 4 сантиметра, вот эти, мы добавили не от этой линии, а от вот этой. То есть мы вот сюда откладываем 4 сантиметра. И теперь только соединяем с этой точкой 29 сантиметров, там где мы отмечали. Вот теперь правильно, просто вот эта линия неправильная. Думаю, что-то не то. Вот эта конструкция будет правильная. Еще раз нужно ее обвести. Все, накладываю кальку и выкраиваю.
Показываю дальнейшее моделирование. Задняя половинка, передняя половинка. Совмещаем по боковому все линии. Линия бедер, линия сидения, линия колена, ну, естественно, низ. Вот, уравниваем. И вот эту часть просто-напросто игнорируем. Мы вот этот участок будем закладывать в выточку. Не выточку, а в складочку. И застрочим ее на вот этом участке. Поэтому вот здесь игнорируем вот эти заходы и абсолютно ровной делаем нашу линию. На всякий случай проверяем бедра. Бедра, мы помним, да, что у нас должно быть 57 сантиметров. И мы проверяем, чтобы у нас было 57 сантиметров по линии бедер. У нас по линии бедер даже 60. Поэтому мы спокойно можем зайти еще глубже, чтобы наша выточка по боку была еще меньше. Я хочу, чтобы моя складка была где-то сантиметра 1,5 в одну сторону и 1,5 в другую сторону. То есть нам достаточно будет, вот 57 будет отлично. Намечаем для себя вот так серединку. И спокойненько с этой детальки и с этой детальки срезаем, ничего не боясь. Здесь обрезали и здесь. И сейчас обрежу. И уже покажу, как на ткани я раскладываю ткань. Делюсь с вами своей печалью. Почему-то я думала, что ткань 1,50 м, на самом деле 1,40 м. И мне не хватает, чтобы сделать брюки без шва. То есть я не хочу делать отрезной вот этот участок, ластовицу не хочу делать. Поэтому ничего не получается. И я решила, чтобы все-таки выполнить свою... А ткани я взяла только 2 метра, а в моем случае, если с карманами, нужно где-то как минимум 2,5. Вот, и чтобы с поясом при такой ширине. Поэтому я принимаю решение делать со швом по боку, но раскладку будем делать вот так, валетиком. И тогда у меня все получается. И даже, я хочу сказать, может остаться, ну, не на юбочку мне, но на сумочку вполне возможно, может катончика мне хватить. Вот. Так что начинаем кроить вот таким способом, валетиком. Оставляем 1,5 сантиметра на шов. Ну и буду показывать каждый момент стачивания деталей. Детали кроя выкроились. Вот спинка, задняя половинка брюк. Тут не вернемся. И сборку мы начинаем с передней половинки брюк, с кармана. Это передняя половинка, это 2 детали кармана. Вот. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что укладываем сверху деталь кармана и обтачиваем вот этот уголок. Затем рассекаем и обворачиваем шов. С этого начнем, а затем мы укладываем сверху и стачиваем подкладку кармана, и наш карман готов. Вот так просто шьются карманы брючные. Укладываем подкладку кармана лицо с лицом, это изнанка. Все эти линии от пара уйдут. И сантиметровым швом
притачиваем подкладку. Затем рассекаем в этот уголок. И выворачиваем на лицо. И теперь вот этот участок растрачиваем. То есть закрепляем шов на обтачку. Это мы делаем для того, чтобы шов не выворачивался. Можно также и по лицу сделать отделочную строчку, но я думаю, что за утюжки будет достаточно. Вот. Переднюю половинку мы заготовили. Теперь то же самое делаем с другой половинкой. Теперь берем другую подкладку кармана. На нее укладываем обработанную половинку переднюю. Ставим небольшую закрепку. Вверху. Затем спускаемся вниз и ставим вторую закрепку. Закрепку поставили. И теперь нам нужно соединить мешковины кармана. Уравниваем мешковину кармана по всем срезам. Можно заколоть иголочками. И стачиваем ее. Затем этот край обработаем на верлаке. После того, как мы обметаем подкладку кармана, мы ее прикрепим по верхнему срезу. Просто проложим строчку, чтобы она хорошо держалась. И наш кармашек готов. После того, как карман обработали, так выглядит обработанный карман. С этой стороны проверложили мешковину кармана. Мы лицо с лицом укладываем заднюю половинку на переднюю и стачиваем по боковому шву по всей длине. После стачивания шагового среза все края мы обметываем на верлаке. Мы получили две части брюк, соединенные по боковому и по шаговому с обметанным и со стаченным краем. Так выглядит оверложка. И теперь наша задача лицо с лицом сложить по среднему шву. То есть мы уравниваем срезы и соединяем. И заодно обтачиваем ложный гульфик. Просто его вот так обтачиваем по всей длине, соединяя средний шов. Соединив его, мы также обметываем на верлаке. Если у вас ткань растяжимая, у меня стрейч катон, я участок там, где гульфик, продублировала клеевой. И на карманчиках тоже тогда продублируйте, если у вас растяжимая ткань. Сейчас я соединяю там, где гульфик у нас сложный, и потом плавно перехожу в средний срез по всей длине и стачиваю. Обязательно совмещать нужно все контрольные точки, все швы. Так мы стачиваем по всей линии среднего среза. Стачали средний срез, образовался ложный гульфик, мы его заутюжили. И теперь откладываем 3 сантиметра и сделаем просто отстрочку. Ручка у меня пишестирайка, поэтому она у меня от пара уйдет. Как же мне это нравится, когда от пара все отходит. Здесь я делаю вручную поворотик, а здесь под линеечку. И прокладываем отделочную строчку. Вот здесь. Здесь заставим закрепочку. Теперь
Теперь нам осталось пришить пояс и подшить низ наших брюк, и брюки будут готовы. Поверху брюк прокладываем стабилизирующую строчку, так как у меня стретчевая ткань. Заодно закрепляем карманы. Вот, теперь полоску ткани, которую мы вырезали на пояс, 12 сантиметров она у меня общей длины, я ее стачиваю с кусочков. Этот кусочек, там где стачено, укладываю лицо с лицом с боковым срезом и начинаю с бокового притачивать. Для чего я так делаю? Для того, чтобы четко понять, сколько мне необходимо этого пояса в одну сторону до бокового и в другую сторону до бокового. И притачиваем с одной стороны лицо с лицом. Пояс притачиваем сантиметровым швом, перекрывая стабилизирующую строчку. И так по всей длине пояса. Затем пояс соединяем в кольцо и готовимся к подворачиванию внутреннего среза. Шов притачивания пояса заутюживаем в сторону пояса по всей длине. И здесь тоже на пояс. Внутренний край пояса обрабатываем на верлаке. Резинка у меня 4 сантиметра. Отмечаем от места притачивания и остальное все загибаем, приутюживаем и настрачиваем по краю. А затем будем вдевать нашу резиночку. Пока просто заутюживаем и прокладываем отделочную строчку по лицу. И потом вдеваем обычным способом. После примерки я внесла уточнение. И вот сейчас нарисую ручкой. Где-то на 1,5 сантиметра я заузила брюки с одной и с другой стороны. Сейчас, наверное, вот так покажу, чтобы тень вам не мешала. Да. И таким образом длина, то есть ширина внизу у меня оказалась 25 сантиметров, а не 28. То есть после примерки я внесла уточнение, и теперь сейчас точно так же исправлю свое лекало. Вот, теперь подгинаем по фигуре длину, подворачиваем и настрачиваем. Значит, пояс уже сделали, так он выглядит, настрочили, кулисочку вдели резиночку, и получается нам осталось только, мы строчку проложили, обрезать края верлаком и подшить низ, и наши брючки будут готовы. Так брюки выглядят с изнанки, карманчики, ложный гольфик, резиночка. Так выглядит. Низ обработала. Просто настрочила, подвернула. Все. Сейчас вывернула лицо. Так выглядит на лицо. Я думаю, не хуже. Здесь карманчики. Внизу поставила закрепки, чтобы усилить. Второй карманчик. Так выглядит. Очень симпатичные получились. И с первого раза пришлось немножко ушить, слишком широковато. Я сначала сделала, но это не страшно. Все, это примерка. То есть получились спортивные брюки. Спортивные, на резинке, под рубашки, которые я ему нашила. В общем, гулять по морю, по набережной. Это совсем не сложно. Шить мужские вещи просто. Пробуйте, дерзайте, и у вас обязательно все получится. Я точно знаю.